Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Начинаю новый вязовлог и хочу показать, какие игрушечки были связаны. Сначала покажу, так сказать, повторы. В предыдущем видео я уже показывала такие игрушечки. И вот я связала еще такие же игрушки, но уже не на заказ, а чтобы поставить в магазине на полочку. Связала единорожку. Это платный мастер-класс, ссылочку я вам оставлю под видео. Более подробно я рассказывала о единорожке в предыдущем видео. Поэтому, не буду повторять одно и то же. Такая вот красивая плюшевая единорожка, она цельно вязаная. Здесь у нее пришиваются только ушки, рог, крылья на нитяном креплении. То есть можно там вертеть их, да. Мордочка ввязывается, грива, хвостик, все вывязывается. Подробный мастер-класс, все тут очень просто вяжется, но результат очень такой вот классный. В общем, такая единорожка. Далее я связала вот такие вот брелочки. Два я еще не оформила, но я их буду оформлять уже потом, потому что хочу именно сегодня отвести игрушки. И сегодня у меня 30 апреля. Я сегодня поеду в станицу, поэтому, в общем, нужно отснять, а то у меня потом игрушек не будет в наличии. Вот, и отвезти. А эти уже потом доделаю. Повезу только два. Как бы там полочка небольшая, да, и хотелось бы более разнообразный товар поставить. Посмотреть, что больше будут брать. Вот такая вот цена. Угу. Так. Такие игрушечки. Следующую игрушечку хочу показать. Это тоже игрушечка идет на полочку. Это вот такой вот авокадо-котик. В предыдущих видео я показывала, что вязала такого котика из софти. Но вот по такой же схеме, что мне подарили, я решила связать котика из плюша. Схема мне очень нравится тем, что она не такая, как в бесплатном доступе, да, есть куча всяких там авокадиков, а этот мастер-класс платный. Здесь вяжется все столбиками и полустолбиками. Здесь нет столбиков с накидами, и за счет этого полотно такое вот равномерное, без дырочек, все хорошенечко выглядит так, как вот, как я люблю, да, потому что я вот вязала другие авокадо, у них здесь было, немножко другая схема, и вязание было не плотно за счет того, что столбики с накидом. Вот, а тут мне очень нравится. Также мне нравится, что здесь ручки ввязываются. Но вот основу я взяла авокадо с одного мастер-класса, а ушки и хвостик с другого. В общем, вот так вот у меня получилось. Конечно, не совсем правильно, но главное, что результатом я довольна. И мне он очень нравится. Цену поставила вот такую. Не знаю. Дорого, дешево, но как-то так. Косточка здесь пришивается. Вот. Здесь ушки тоже, может быть, можно было ввязать, но это такой момент. Но ушки и хвост я взяла же с другого мастер-класса, и там он как бы пришивные, поэтому у меня тоже пришивные. Можно было рассчитать, но это надо было заморачиваться. Проще было пришить в данном случае. А вот с лапками мне очень понравилось, что раз вязал, и уже меньше каких-то вот работ с иглою. Так. Еще хочу показать игрушечки, можно сказать, такие же, как были в предыдущем видео, да. Но, как я уже говорила, я показываю именно то, что я вяжу.
Я никакие игрушечки не подстраиваю под видео. Я знаю, что девочки есть, они именно выбирают игрушку, чтобы она была интересной, чтобы было интересно смотреть, да. Но это, конечно, все прекрасно, но у меня столько нет времени. Мне хотя бы связать то, что я хочу, а не то, что там понравится другим. Вот, поэтому вот такой вот дракончик. Единственное, у меня нет в наличии предыдущего, да. Ну, не предыдущего, а как я предыдущих вязала в другом видео. Вот. Я так-то уже, в принципе, ну, не то, что схемку запомнила, но вот гребешок вывязывала сама. И, знаете, я немножко ошиблась на одну петельку. И у меня гребешок получился немножко побольше. Я, если найду фотографию, вот здесь вот вставлю, как выглядит вот этот гребень у другой игрушки. Ну и там видно, что он, наверное, немножко побольше. Ну и так как у этой игрушки сделала побольше, я решила тогда у всех уже так сделать. Потому что все эти 3 игрушечки пойдут на полочку. Ну, как вы видите, уже у меня здесь висят такие импровизированные бирочки. Они у меня старенькие, даже еще с Инстаграмом. Потому что, ну, я их напечатала, не хочу переделывать. Тем более, если в Инстаграм зайти, там у меня все есть и телеграммы, куда написать. Ну, в общем, пусть пока так. Тем более, я не знаю, буду ли я продолжать арендовать полку или нет. Посмотрю, как будут дела в этом месяце. Потому что апрель меня не очень порадовал. Вот. Там улыбочка такая. Такие вот дракончики. Дракончики же, да? Динозаврики. Дракончики. Динозаврики. Угу. Ну, я думаю, не особо есть разница в плане то, что это игрушка. И следующая игрушечка, это новиночка. Тоже по мастер-классу автора Magnolia Toys. Ну вот. Тот же автор, что я вязала единорожек, дракончиков. Но я думаю, если кто-то заходил на ее сайт, то видел там розовеньких зайчиков красивых. Да, получилась у меня практически аналогичная история, как и с автором уточек Лала Фанфан, да, или, ну, в общем, уточек Ляля. Может быть, кто-то помнит, я показывала, что вязала уточек, и автор мне потом подарил еще один мастер-класс, так сказать, поблагодарил. И, знаете, тут такая же получилась история с автором вот этих вот милых динозавриков. Девушка мне написала и предложила тоже меня, так сказать, отблагодарить. И предложила выбрать несколько мастер-классов. Я выбрала и вот связала вот такого милого зайчика. Единственное, что хвостик я сделала немножко по-другому. Там хвостик из софти, а я его вот такой вот шишечкой вывязала. За счет нее он сидит. Ну, в общем, если так поставить, то опирается на хвостик и сидит. Но иногда падает, потому что я немножко перенабиваю игрушки. Ну, в общем, если вот эту вот часть делать более плоскую, тогда игрушка хорошо стоит. Но когда там она лежит, стоит, да, то есть вот эта часть немножко выпирается, и тогда не очень устойчивая игрушка получается. Поэтому, если будете таких зайчиков вязать, смотрите, чтобы вот эту часть не сильно набивать, и она была плоская. Тогда зайчики стоят. Я вот связала 2. Один вот такой вот серенький. Вот такой малышок. Ушки я вязала. Там написано, в каком ряду все это сделать. Но, знаете, я вот первого вязала серенького, связала и смотрю, думаю, ну, как-то ушки низко. И потом вот у второго решила сделать повыше. И теперь я смотрю, вот все-таки, как в мастер-классе написано,
каком ряду, да, их вязать, в том и надо вязывать. Вот в этом уже как-то она не так выглядит. Как-то неправильно. Кстати, ушки можно, наверное, и чуть ближе к заду, да, так, чтобы они сзади там были. Тоже будет хорошо смотреться. Здесь вот такие вот белые пяточки. Здесь вот тоже. Все это вывязывается. Игрушка полностью цельно вязаная. Здесь даже вот эта вот мордочка, она тоже вывязывается. И мне кажется, очень такой милый зайчик. Я, конечно, хотела сюда еще бантик повязать, но решила, пусть это у меня будет мальчик, да, серенький, а это девочка. Но хотела пришить сюда бантик, но думаю, что такую маленькую игрушку, скорее всего, купят какому-нибудь маленькому ребенку. И вот он будет постоянно за этот бантик дергать. И, мне кажется, оторвет и вместе с плюшем этим. Поэтому решила ничего такого не делать. Пусть останется так вот. Миленький, нежный зайчик. Так. Это вот все игрушечки, которые поедут на полочку. Везу немного, так как там не особо много места освободилось. Вот. Но хочется все равно к праздникам добавить немножечко игрушек. Авось и что-то продастся. Так, сейчас я уберу и покажу свою закупку пряжи. Я хотела еще в предыдущем видео показать, но забыла. И она у меня так лежит, и я ее не использую. Сейчас я вам быстренько сниму. Просто хочу показать, какие красивые оттеночки я купила для гривы единорожек. Давайте сначала покажу плюшевую пряжу, какую я приобрела. Я взяла вот такие вот новые расцветки. В принципе, из таких я не вязала, кроме вот этого розового. Розовый часто у меня используется на котиков, на единорожек, да, сейчас вот на какие-то такие игрушки. А вот эти цвета я взяла, ну, думала, уточек свяжу в других костюмах, но, наверное, не буду вязать. Получается не совсем выгодный расход. Ну, грубо говоря, связать котиков, либо какие-то маленькие игрушки намного выгоднее будет, чем если одну игрушку большую, и она будет долго продаваться. А вот эти вот цвета, они разные. Да, видно на камеру. Этот более такой яркий. Жалко, название не пишут. Ну, в общем, это 355, а вот этот побледнее, более розовый, это 323. Это 323. Вот такие вот нежные оттеночки. Не знаю, в общем, брала просто красивые ниточки, которые были в наличии, да, потому что там многие серые, коричневые какие-то. Ну, я мишек ничего такого не вяжу, вот брала что такое поярче, покрасивее для каких-то маленьких игрушек. Вот такой вот желтенький, ближе к оранжевому, да. Это 368. И вот этот я вот, кстати, из него уже вязала дракончика. Такой красивый, он не голубой и не бирюзовый, что-то между. Тиффани, наверное, или... В общем, просто красивый цвет. Вот такие плюшки. Так, наверное, сюда уберу. Следующие моточки это вот такие. Это уже плюш, который потоньше. Ярнар Дольче Бэйби. Моточки по 50 грамм, 85 метров в моточке. Тоже брала, ну, честно говоря, брала просто, чтобы было. Вот такие универсальные расцветки. Думала, вдруг еще нужно будет собачек вязать. Вот, взяла вот такой вот персиковый взяла. У меня остались моточки желтого. Ну, вот для маленьких уточек лучше из такой вот тонкой пряжи вязать. Там размерчик хороший получается. И
соотношение цены, времени вязания всего вот здесь вот больше подходит, чем из более толстой пряжи. Ну, по крайней мере, у меня. Вот такой вот цвет. На мониторе он был немножко покрасивее, но, в общем, какой есть. Даже не знаю, куда буду его использовать. Я думала, он немного посветлее будет, порозовей, но нет. Вот такой вот яркий. Моточки, конечно, какие-то все такие, как будто от них отмотали и долго-долго трепали где-то. Вот такой вот яркий. Это если вдруг нужно будет солдатика с игры кальмара вязать. Взяла моточек. И тоже вот такой страшный. Смотрите. Пришел моток, и как будто просто кто-то вот так намотал, одел этикетку и мне продал. Да, они просто не знали, куда попали, но это самый дешевый сайт на данный момент. Это Рукоделие Ростов. Здесь самые низкие цены. Но смотрите, заказы собирают долго. И может быть вот такая история получится. Так, наверное, это уберу и покажу полухлопок. Пока цена стала ниже, я набрала себе кучу разноцветных моточков. Так, вот такие вот моточки, и все это для гривы единорожек. Так, вот такая вот Yarnart Jeans Crazy. Вот такой вот цвет. В жизни он посветлее, но все-таки такой же более насыщенный. Будет очень интересно повязать гривы. У меня вот есть как раз таки заготовка единорожки. Буду сегодня вязать в дороге. И вот выберу какую-нибудь ниточку для гривы из этих, которые пришли, и буду вязать. Так, этот вот такой вот голубой. Все оттенки голубого, бирюзового. Это вот такой вот цвет. Далее более такой желтый, осенний цвет. Тут немножко зеленый, болотный. Это вот такой вот. Далее такой наиболее популярный для единорожек. Это розово-голубой. Да, тут еще немножко такой молочный есть. Вот такой вот цвет. Ну, здесь показывают цвета, потому что, ну, редко, наверное, кто покупает такие моточки. Обычно все однотонные берут. Так, дальше тоже джинс Crazy. Тут тоже батик, я бы сказала. Если здесь вот короткие секции, да, то здесь вот видно, что совсем другая история. Это вот такой цвет. Он такой бледноватый, но, думаю, тоже будет неплохо смотреться. В общем, нужно связать кудряшки и посмотреть, как это будет. Вот такой цвет я уже использовала. Здесь разные оттенки синего, голубого, белый, зелененький. Вот такая вот грива очень красиво смотрелась с розовым. Ну, то есть розовая единорожка, яркая, и вот такая вот грива. Цвет вот такой. И два моточка я взяла Alize Cotton Gold. Это 100-граммовые моточки. Ну, этикетки, как обычно. Это батик. Батик, да. И вот здесь вот больше вот похоже на такую расцветочку. Так, цвет это у нас 41-47. И вот такая вот ярко красивая. На фотографии еще ярче была, но хотя, может быть, там внутри прям этот зелененький и очень красивый. Да, там, смотрите, какой насыщенный. Думаю, будет тоже красивая грива. Но здесь вот, наверное, на 3-4 гривы выходит с одного моточка. И у кого-то будет вот такая, да, то есть фиолетово-красная, у кого-то зелено-голубая. И потом там еще другие цвета. Здесь вот больше голубого есть.
Тоже взяла всех моточков. Ой, цвет не сказала, да? Так, цвет это у нас 45-30. Взяла всех по одному моточку. Это мне надолго хватит. Ну, если, конечно, повторы не вязать, то покупать на гриву пока не придется. У меня еще там моточки остались дивы с подарочка от Кати. Ну, знаете, пока цена упала, грех было не взять. Я не знаю, что там с ценами будет. Они то растут, то падают. Но вот пока стабилизировались, я купила. Еще я взяла один моточек Alize Cotton Gold 100-граммовый. Это, ну, в общем, новый цвет. У меня такого нету. Конечно, у меня там многих нету, но я выбирала из тех, которые мне наиболее понравились. Этот моточек один у меня. Взяла 3 моточка джинса. Тоже взяла оттеночки, тех, которые у меня нету. Вот такого, это 88 у меня нет. Ну, у меня и был он всего один когда-то. Но я, честно, не помню, что я его из него вязала. А может быть, был там 86-й или какой-то другой. Ну, в общем, не было, взяла. Потом когда-то я покупала вот такой моточек, вязала бычков в свитерках. Взяла еще. И вот такой 40-й, потому что часто нужен, а у меня там более темный 70-й остался. Поэтому тоже взяла. И джинсы это все, потому что остальные моточки и цвета у меня есть. И следующие моточки это будет у меня Газал джинс. Это вот такие необычные расцветки. И если сравнить с моточком пряжи, да, то, ну, прям заметна разница. Да. Так. Вроде бы моточки, да, 100-граммовые, все, но, возможно, скрутка более плотная, так как по весу они более-менее одинаковые. Либо, может быть, то, что здесь даже хлопка, наверное, побольше. Ну, на 3% больше хлопка, но все-таки мотки более тугие, поменьше. В общем, взяла такие цвета. Вот эти вот, они разные. Ну да, на камеру тоже видно. Я не знаю, говорить вам цвета или нет. Я думаю, что можно зайти на сайт и посмотреть палитру. Потому что, ну, не всем это нужно. Вот такие вот. Вот это, кстати, не всегда, не знаю, как назвать. То ли мятный, то ли еще как-то. Ну, в общем, сами придумайте им название. Кстати, этикетки здесь разные. Ну, видимо, какая-то новая, какая-то старая. И я помню, еще другая была. Но у меня, по-моему, нет таких моточков со старых. Так. Я что-то не помню, чтобы я заказывала такой цвет. А может быть, брала. Смотрите, это вообще другая пряжа. Это Baby Love. Газал Baby Love. Так, я прям, наверное, зайду, посмотрю, был ли у меня в корзине такой моточек. Честно говоря, не помню. Ну, он с таким, знаете, блеском. И похож на Alize Baby Best. Вроде бы и чувствуется, что не совсем акрил, но и в то же время ну, какая-то такая интересная ниточка. Ну, я вот что-то не помню, чтобы я ее заказывала. Да, интересно. Ну да ладно. В общем, зелененькие, серенькие, разные оттенки розового. Вот это вот тоже разные оттенки, но видите, схожие. Этот более неоновый, а это такой спокойный розовый. Хотелось приобрести такую пряжу, чтобы она немножко отличалась от джинса в цветовой палитре, да. Ну, а так,
по структуре всего, я думаю, тут не особо отличается от джинса. Ну, может быть, чуть-чуть она плотнее. Ну, в плане того, что более жесткая. И вот такой вот графитовый взяла. Такого у меня нету. В общем, пригодится. Так, что у нас тут? 45% акрила и 55% модал. Ну, модал, я не знаю. Тоже, наверное, что-то искусственное, синтетическое. Набрала кучу всего. Не собиралась, но, ну, честно говоря, думаю, что вдруг цена поднимется, поэтому пусть у меня лучше будут моточки в запасе. Они лежат, не просрачиваются, я их вяжу, да. Кушать не просят, поэтому пусть будут. Была возможность и взяла. Вот. На этом буду заканчивать это видео. Не знаю, будет ли еще подключение или нет. Может быть, смонтирую этот кусочек и выложу. Поэтому говорю всем пока и до новых подключений. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that